Здравствуйте, мои маленькие любители тотальной суеты. Всю свою осознанную жизнь я гонял в различные игрушки на своем компике, много разных жанров успел заценить. Вообще, мой любимый жанр это стрелялки. Однако, по иронии судьбы, большинство игр, которые я прошел, были наоборот стратежками. И об одной из них я хочу вам сегодня рассказать. Но для меня это будет не просто рассказ про игру, а скорее данью уважения этой игре. Потому что в свое время эта игра не особо выстрелила. Я думаю, мало кто вообще знает о ее существовании. А зря, ведь игра довольно прикольная. И эта игра называется No Man's Land. Для начала стоит поговорить о доступности этой игры, ведь на удивление ее нету ни в Гоге, ни в Стиме, ни либо же в каком-нибудь другом портале с игрушками. И вам придется эту игру гуглить. Другая проблема в том, что гуглить эту игру довольно запаристо. Ведь если вы загуглите название, то вам может вернуть либо определение, что такое No Man's Land, либо какой-нибудь вестерн. А после 2016 года так вообще мне возвращало No Man's Sky. Не знаю, о чем Google думал, но да ладно. В принципе, это также было связано с тем, что я довольно ленивый, и мне было впадлу загуглить полное название игры, которое называется, на самом деле, No Man's Land Fight for Your Rights. Не понимаю, зачем они это добавили, но веселее будет, если вы нагуглите эту игру на русском языке, ведь отечественные локализаторы перевели эту игру как «Колонизация. Битва за новые земли», что немного по переводу отличается от No Man's Land. Справедливости ради, локализаторы хотя бы мягко намекнули вам на то, чего ожидать от игры, в отличие от оригинального названия. Но чтобы облегчить вам все-таки задачу, я выложу ссылку на игру где-нибудь в описании. Но даже если вы скачаете эту игру, это еще не означает конец ваших страданий. Ведь, к несчастью, игра может просто не запускаться, либо даже если запустится, то могут пропасть части интерфейса, либо же части игры. То есть, например, могут пропасть там золотые шахты на карте, что очень хреново, учитывая, что без них вам не выжить, будь то в кампаниях или сражениях. И вишенкой на торте является то, что вы не видите, каких юнитов выделяете с помощью левой кнопки мыши. Я, к счастью, это пофиксил с помощью магии Вуду. В прямом смысле. Я скачал программу Voodoo, закинул ее в папку с игрой, и она все пофиксила идеально. Единственная проблема была это курсор, однако в настройках игры можно выключить супер продвинутый курсор, сделать его галимым, но при этом все ваши проблемы будут исправлены. Все будет работать так, как должно работать. Вообще, как и все РТС-ки, эта игра содержит в себе кампанию и обычные битвы. Но перед тем, как мы заценим самое важное, а именно кампанию, я думаю, было бы неплохо заценить механику игры. Как и во многих РТС, вам надо собирать ресурсы и строить армию. Ресурсы здесь довольно стандартные. Еда, дерево и золото. Золото, если ваша магия Вуду сработала, можно найти раскинутым на карте. Как дерево. Еду тоже можно найти, но с другой стороны добывать ее можно охотой, рыболовлей и фермерством. Охота в этом плане интересна тем, что ее ведут солдаты, а не работяги. И увы, охота в мире колонизаторства не особо популярна. Фермерство, с другой стороны, стандартный вариант, но подъеб в том, что на ферме может батрачить не более 5 человек. И рыбачество. Оно просто есть. Также у каждой фракции есть своя версия рынка, чтобы менять ресурсы. И по два вида крестьян. Женщины и мужчины. Женщины дешевле, однако мужчины могут седлать коней. И все мужчины, кроме индейцев, могут вооружиться, чтобы навести суеты. Также все юниты могут прокачиваться. Ну и герои. У всех фракций есть по 3 героя, чтобы бафать ваши армии и убивать вражеские. В игре, кстати, 6 фракций. Испанцы, владельцы самого сильного флота и средней пехоты. Англичане, конечно, они не построят флот круче испанского, но красные мундиры могут дать им фору. Патриоты, у которых все на уровне, но со знаменосами еще круче. Поселенцы, настоящие кемперы, ведь они могут отстреливаться из некоторых зданий. Лесные индейцы, мастера засад и потустороннего, и индейцы прерий, этакие монголы Америки. Также для каждой фракции есть своя тематическая музыка для развития и для суеты. Вообще музыка в этой игре это отдельная тема. Кажется, будто величайшие композиторы былых времен повылезали из своих могил, чтобы написать ее.
Ладно, со всем этим мы уже разобрались. А значит, можно заценить самое интересное в этой игре, а именно компании. Всего в игре 3 компании, в которых вам дают погонять за каждую фракцию, если не считаем, конечно, обучалку. И для каноничности надо между компаниями скакать как горный козел. Но я пройдусь по порядку и по минимуму затрону сюжет с миссиями, чтобы вам не было скучно. А тут вам оставлю только каноничный порядок, чтобы вы уже сами заценили, если интересно. Дикая теребельня, конечно, но в любом случае получается, что в первой кампании вы и помогаете мужику, Ава, которого говорит вам, что он не какой-то хрен моржовый, восстанавливать золотой флот, налаживать связи с аборигенами, местной природой, духами и, конечно же, избавляться от конкурентов в виде англичан. Во второй кампании вы уже играете за индейцев. Сначала вы помогаете лесным индейцам избавиться от англичашек, красных мундиров. Кстати, на удивление, во многих компаниях этой игры англичане являются невероятным злом покруче Империи Звездных войн. Так вот, вы будете от них избавляться. Параллельно будете восстанавливать свое племя, искать себе нового вождя. И в конце концов попытайтесь окончательно прогнать англичашек со своей земли, используя тактику партизанских войн. Потому что Зеркраш, конечно, звучит заманчиво, однако против толпы обученных пехотинцев он не всегда помогает. И после изгнания англичашек в другую компанию, вы будете спасать индейцев в прерии. Спасать от голода, спасать от Зеркраша на башне. И в итоге объединитесь даже с другими племенами. Чтобы сначала прогнать предателей, а потом и белого человека, который чуть-чуть перебрал с жареными окорочками. Третья, она же последняя кампания про поселенцев. Семейку Сандерс. В ней сначала вы будете играть за англичан и пытаться избежать гнева буйных испанских завоевателей, а впоследствии и от голода, выискивая себе пропитание у локальных этносов. Иногда мирно, а иногда и не очень. Однако в итоге победит пехотинец, то есть дружба. Вторая глава приключений Сандерса закидывает вас во времена войны за независимость Соединенных Штатов, где ваши поля обирают злые англичашки, из-за чего вы присоединяетесь к сопротивлению. Саботируйте англичан, отбивайтесь от ходячих красных киборгов и пародируйте фильм «Патриот» за бегом с флагом до ближайшего холма, чтобы в итоге получить право жениться на женщине. Финалом кампании является похождение пацана на Диком Западе, где ему в наследство досталась земля. Однако то и дело вас достают местные бандюки, индейцы, которым не нравится, что они будут просыпаться под шум поездов после солидной попойки. И в конце концов до боли знакомый любитель жареных окорочков. Вообще, на мой взгляд, все кампании вышли хорошо. Как в плане постановки, так и в плане развития. Игра может наградить вас за разведку карты всякими дополнительными ресурсами или их залежами. Иногда может подкинуть какое-нибудь подкрепление, а иногда и вовсе что-то потустороннее. Креативное мышление в этой игре тоже приветствуется. Самый простой пример — это кампания за англичан. Ведь в какой-то момент после того, как вы сбежали от испанцев, ваша команда высаживается на континенте, и ребята страдают от голода перед зимой. Конечно же, ваш пилигрим говорит о том, что вот мы придем к индейцам, я их обращу, и они отдадут нам свою еду. Однако во время игры, по крайней мере на начале, никакой еды нет. И игра намекает вам, что эй, смотри, тут есть неподалеку ферма. А может быть, сломаешь ее и получишь немного еды? Однако это, конечно же, ловушка индейского Джокера. Ведь если вы это сделаете, то все индейцы на вас ополчатся. И пока вы не приведете пилигрима к ним и не построите церковь, эти ребята не успокоятся и будут на вас нападать. Чего игра не сказала, так это то, что вы можете на самом деле забить на ферму и пойти сразу же к индейцам. Сломать их ворота, потому что причины, и обратить их даже без нападения на эту ферму. Дальше лучше. Игра требует от вас в следующей миссии уничтожить индейцев, захватить их поселение, для того, чтобы стыбрить повозки с едой. Однако вы все равно можете действовать по-своему. Например, добывать еду охотой. Либо же найти бесхозную ферму. Ну, может максимум грабануть все-таки одно поселение индейцев. Но это все равно лучше, чем убивать их всех. Не так ли?
Ну и вишенкой на торте креативных подходов является последняя миссия англичан, где вам надо убедить местное население в том, что вы на самом деле не так уж и плохи, это все это долбаный пастырь, он тут хочет покушать. Убедив их в этом, заставив аборигенов присоединиться к вам, вы можете, конечно же, всей толпой пойти штурмовать этот злоебучий замок, набитый пушками, башнями, пехотинцами, да чем угодно. Либо можно просто принести одного бедолагу в жертву, сделать из него духа и уже попросить духа поговорить с этим пастырем. Объяснить ему что к чему, так сказать. Что-то подобное можно найти и в других миссиях. Правда, это ведет к самой, как по мне, большой проблеме компании за каждую фракцию в этой игре. А именно то, что они очень похожи на первый половой контакт. Они короткие. И как раз, когда становится все интереснее и познавательнее за ту или иную фракцию, когда ты находишь какую-то новую приколюху, вроде того, что юниты поселенцев могут отстреливаться из салуна, лучники могут перестреливать через здания, чего не могут всякие мушкетеры. Невидимые башни, городской центр прерии — это настоящий Вагенбург. Либо то, что у Англии есть пехотинцы, бум, все заканчивается. Я даже не говорю за последнюю кампанию Сандерсов, где всего 4 миссии-то получается. Причем одна из них длится максимум минут 5, потому что все, что вам там надо сделать, так это собирать бабла для того, чтобы нанять убийцу и грохнуть вождя, чтобы, конечно же, потом там построить свой KFC. Но тут уже приходят на помощь обычные битвы. Конечно же, с компаниями они не сравнятся. Однако много интересных режимов. По крайней мере, выглядят они интересно. И единственное, перед тем, как их разобрать, хочется отметить, что здесь нет каких-то отдельных сценариев, как, например, в эпохе Империи, либо же в Варкрафте. Также здесь нет всяких редакторов карт, где вы можете делать всякую хуйню, которую захотите. Так что у вас будет на выбор либо список карт, либо генерируй свою карту. Хотя генерация здесь, конечно, на любителя. Что ж там по режимам в итоге? Режимы тут в основном стандартные. Убей врага, захвати флаг врага, регицид. Но есть еще два уникальных режима в стиле игры. Первый — это построить или защитить пути, где один игрок строит пути, а второй, соответственно, пытается ему помешать. Что-то такое было уже в некоторых миссиях. Когда я в первый раз играл в этот режим, то подумал, что легче будет сносить. Но нет, строителю то и дело может приезжать подкрепление на локомотиве. Ну а во втором режиме уже каждый игрок строит свою собственную дорогу. Но это не все, что вам дают битвы. В отличие от кампании, тут добавили еще систему проклятий, из-за чего некоторые ваши герои могут наколдовать врагу дикое похмелье, импотенцию, либо же другое ослабление. Хотя избежать что-то такое можно, если нанять охотника за головами. Прям как в одной из миссий, за небольшую сумму он готов хоть через всю карту метнуть свой нож, чтобы достать цель. И да, в битвах его можно перекупить. Так что следите, чтобы ножи наемников не повернулись против вас. Зная об этом всем, становится печально от того, что эта игра не особо взлетела. Ведь прикиньте, какие могли бы быть турниры по этой игре. Представьте, какой накал страстей мог бы происходить на аренах, когда игроки то и дело пытаются перекупить бегающего туда-сюда убийцу, лишь бы он не убил героя, ну, либо не взорвал городской центр. Жиза, кстати. Как бы все ненавидели лесных индейцев за их дешевых юнитов, возможность бегать по лесам и плавать, ну или патриотов за их забафанную арту. О, еще и англичашек с их твердожопой пихтурой. Впрочем, это уже совсем другая история. В общем, 10 испанских галеонов из 10. Ну, а я надеюсь, что видос вам понравился. Может быть, он будет для вас поводом заценить эту игрушку. Благо, ее можно пройти за один вечер. Ну, или вспомнить былое. Также дайте знать, хотели бы вы видеть больше подобного контента, но уже про другие игры. Но самое главное, не забывайте, чтобы ваш локомотив всегда доезжал до конца, нужно просто перед